Всем привет! Меня зовут Наталья. Добро пожаловать на мой канал. Показ коллекции весна-лето 2025 итальянского бренда Bottega Veneta, как всегда, стал одним из самых долгожданных на неделе моды в Милане. И что очень важно, не разочаровал собравшуюся на презентации публику. Да к тому же еще значительно потеснил явных фаворитов подиума Prada и Gucci, получив высокую оценку фэшн-сообщества. Это был тот редкий случай, когда зрителей впечатлила не только одежда и обувь, но и сет-дизайн выставочного пространства. Уже само приглашение намекнуло на ключевую тему и характер модного шоу, мотивы которого стали отчасти продолжением завирусившегося в соцсетях кампейна предыдущего сезона. Тогда действо развернулось на фоне динамичных, забавных, причудливых фигурок скульптур на детских площадках, где любой из рекламных кадров был пронизан энергией, воображением и ощущением игры. Накануне нынешнего показа креативный директор Матье Блази отправил каждому из гостей кожаный браслет-ремешок с длинными ушками и маленького кролика из муранского стекла, которого можно с уверенностью назвать главным символом новой модной линейки. Зрители рассадили на цветных кожаных пуфах в мягких креслах-мешках в виде милых, дружелюбных животных. Зайцы, пингвины, белки, божьи коровки, лисы, мыши, медведи составили настоящий зверинец мечты для малышей. По задумке дизайнера, подиум был превращен в островок фантазии нашего внутреннего ребенка с предложением переместиться в то далекое беззаботное время, когда все в этом мире казалось возможным. Когда каждый день полон свободы, искренней радости, неожиданных открытий, увлекательных приключений. К оформлению пространства с забавными зверушками Блази подтолкнула сцена из кинофильма «Инопланетянин». В одной из сцен мама входит в детскую, открывает шкаф, обнаруживает там целый мир плюшевых игрушек и, на удивление, не замечает среди них пришельца. Что касается самой коллекции, в ее основе тема детских исследований, где модное действо напоминает детскую игру в переодевание. В комментариях Матье отметил, что его заинтересовала идея удивления и восхищения, которые испытываешь в детстве, когда пробуешь что-то для себя новое. Не случайно коллекция получила столь краткое, но эмоциональное и емкое название «Вау». Со слов дизайнера, это почти как первобытная мода. Это словно ваш первый опыт моды, когда вы примеряете одежду своих родителей. В результате на подиуме мы с вами видим, друзья, идеальный, по мнению автора, гардероб для взрослых детей. Здесь строгие элементы вдруг становятся намеренно непропорциональными. Воротнички кажутся огромными, а линии плеч опускаются, будто маленький ребенок только что вытащил костюм или рубашку из родительского шкафа. Жакеты оверсайз, асимметричные юбки, из-под подола которых выглядывает всего одна штанина брюк, наряды, похожие то ли на скатерть с кисточками, то ли на штору с кутасами, куртки с не в меру длинными рукавами, измятые платья и тренчи, которые достали из самого дальнего уголка. И все это так по-детски непосредственно, спонтанно, забавно, игриво, но в то же время очень серьезно и, несомненно, стильно. Отдельной строкой хочется отметить высококлассную работу мастеров ателье Дома моды с кожей, изделие из которой точь-в-точь похоже, например, на фланелевую рубашку, шерстяное полупальто, меховую розовую шубу или вязаный трикотажный комплект. Пусть многие идеи не новые, но выполнены виртуозно. И это касается не только одежды, а и в том числе аксессуаров. При просмотре видеоряда, мои дорогие зрители, вы наверняка обратили внимание на завернутый в крафт-бумагу цветущий подсолнух либо колючий чертополох. Однако по факту абсолютно все изготовлено из кожаных материалов. Мы с вами знаем, друзья, что Bottega Veneta всегда готов удивить оригинальными по исполнению сумками. Вот и сегодня бренд представил несколько интересных версий, где даже простой с виду пластиковый пакет на самом деле сделан из нейлона и кожи. В модных образах новой коллекции можно заметить несколько забавных деталей, посредством которых Матье Блази поддержал основную тему легкого, радостного детского мира. Например, из пряжи кремней вдруг торчат металлические заячьи ушки. Они же, только пушистые, украшают остроносые мюли. Силуэт милого кролика появился на отворотах сверхшироких воротников и еще на продуктовом пакете. По платьям, топам и кардиганам, по обуви, будто карабкается вверх очаровательная лягушка, а знаменитая ручка-рыбка на сумке превратилась в цветную игрушку-пирамидку. Самые фантазийные вещи традиционно появились на подиуме финальной части шоу. Это косматые, взъерошенные головные уборы из целого каскада тонкой кожаной бахромы. В подобном мохнатом парике в детстве можно было представить себя свирепым страшным чудовищем,
в которой злая колдунья превратила доброго принца из сказки или красавицу-принцессу. В своем кратком обзоре коллекции я, конечно же, перечислила не все интересные элементы модного гардероба на теплый сезон марки Bottega Veneta. Здесь есть еще немало удивительных, необычных решений, которые, друзья, вы всегда сможете отметить в комментариях под этим видео. Что хотелось бы сказать по итогу? В раннем детстве мы не столь ограничены условностями. Нас не волнует осуждающий взгляд со стороны, не преследует чувство разочарования, а неуемная фантазия открывает двери в мир самых невероятных, удивительных событий. Сегодня креативный директор бренда Mathieu Blazy напомнил: не спешите прощаться с детством. Пусть вы теперь серьезные, строгие, деловые, авторитетные взрослые, но что вам мешает оставаться в душе детьми и каждое новшество встречать с искренним восторгом, произнося заветное «Вау» или проще «Ух ты». Приятного просмотра, мои дорогие! Благодарю за поддержку канала, за поставленный лайк и подписку. Всем красоты, вдохновения, новых модных открытий, смелых экспериментов и солнечного, позитивного настроения!